Каждому трейдеру, наверное, знакомо, когда изучаешь новый индикатор или стратегию, тестируешь ее на прошлом графике, читаешь хвалебные отзывы, но когда начинаешь торговать на реальном рынке, то стратегия не выдает тот обещанный результат и происходит очень много убыточных сделок. На нашем канале мы тестируем стратегии на реальном рынке, а не на уже построенном графике, чтобы вы смогли выбрать подходящую для вас стратегию и уже начать зарабатывать. Мы постараемся сэкономить вам время, нервы, ну и, конечно же, деньги. В этом видео мы рассмотрим стратегию MACD. Она очень популярна, и автор утверждает, что она очень прибыльна. Она имеет около 2 миллионов просмотров и 100 тысяч лайков. Посмотрим, как она на самом деле ведет себя и какую прибыль она покажет. Досмотрите это видео до конца, и вы увидите, за какое время и на какую сумму может измениться баланс вашего счета, если вы будете применять данную стратегию. В этой стратегии участвуют два индикатора. Первый – это MACD со стандартными установками 12, 26 и 9. И второе – это скользящее среднее с установками 100. Согласно данной стратегии, для того, чтобы открыть сделку на покупку, нам необходимо, чтобы соблюдалось два условия. Первое – цена находится выше линии 100 EMA. Второе – это линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. Здесь два условия соблюдены, мы смело открываем сделку на покупку. Стоп-лосс ниже последнего колебания цены, отношение прибыли к убыткам как 3 к 2. Здесь мы видим, что сделка уверенно закрывается с прибылью. Соответственно, для того, чтобы открыть сделку на продажу, необходимо, чтобы соблюдалось первое, цена находится ниже линии 100 EMA. Второе, линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз. Здесь это соблюдается, открываем сделку на продажу. Стоп-лосс выше последнего колебания цены, отношение прибыли к убыткам как 3 к 2. Здесь мы видим, что сделка тоже закрывается с хорошей прибылью. А пока подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить выход теста новых стратегий. И поставьте лайк. Мы делаем очень полезное дело для всех трейдеров. Для теста данной стратегии мы используем криптовалюту AP USDT, таймфрейм 5 минут.
Для данной стратегии мы использовали капитал в $1000, мы не использовали кредитное плечо, мы сделали 100 сделок, на это потратили 14 дней. У нас было 49 прибыльных сделок и 51 убыточная. Капитал рос очень неравномерно, был большой рост, было большое падение. За 100 сделок наш капитал вырос всего лишь на 10%, то есть на $100. Делайте выводы сами, насколько эта сильно разрекламированная стратегия успешна. Я надеюсь, тест данной стратегии для вас был очень полезен. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какую стратегию протестировать в следующий раз.